В этом видео я хочу поведать о том, как один пользователь Дискорда недавно пытался меня взломать. Также этот пользователь пытается взламывать почти всех подряд. Хорошего вечера, ребята, меня зовут New Storyline. Приятного просмотра. Все началось с того, как одного дня мне написал один пользователь под ником Time. Поначалу он вообще почему-то принял меня за англоязычного пользователя, что странно. Он просил меня скачать и запустить какую-то игру под названием Super Mario 64. Начал подозревать я его не сразу. Сначала подумал, что это что-то типа проклятой игры или еще что-то. Он очень упорно продолжал спрашивать, запустил ли я игру. Я отвечал, что не могу ее запустить, так как я действительно был занят в тот момент. После он мне скинул файл под названием security.rar. Очень странно, что первый раз, когда он попытался отправить этот файл, Discord написал то, что он похож на вирус. Это еще сильнее насторожило меня. Хотелось бы подметить, что вел этот пользователь себя немного странно. Часто повторял разные сообщения много раз или звонил мне. Я не решился запустить этот файл и решил декомпилировать его, но у меня не получилось это сделать поначалу, так как у меня немного опыта в этой сфере. Я решил попросить декомпилировать эти файлы онрана, чтобы посмотреть, что в них есть и не вирус ли это. Поначалу, после того как он декомпилировал файл Super Mario 64, оказалось, что это обычная игра на Unity, и мы подумали, что в ней ничего подозрительного нет, а зря. После этого OnRun запустил этот файл на своем ПК, так как думал, что он безопасный. Этой игрой оказался нелепый платформер с искаженными и перерисованными текстурами. Но нас ужаснуло то, что после того, как OnRun решил детальнее осмотреть файлы игры, он заметил странный файл server.exe. И странное было в нем то, что он использовал библиотеки, предназначенные для контроля и управления ПК, что было очень странно для обычной игры. Еще в том файле были строчки кода, которые просто записывали этот файл в автозагрузку. То есть, после перезапуска ПК, вирус заново запускался. Уже на этом моменте стало ясно, что это точно вирус, но мы еще не понимали толком, что он делает. Испугавшись за свой ПК, OnRun попытался быстро удалить вирус из автозагрузки, чтобы он никак не смог перезапуститься заново. Также OnRun проверил файл security.exe, который тоже скинул Time. И оказалось, что он ничем не отличается от вирусного файла server.exe. Спустя некоторое время Time решил скинуть мне скриншот рабочего стола, на котором он якобы разрабатывает свою программу, тем самым совершив роковую ошибку. На скриншоте отлично видно иконку NGRAT. NGRAT — это вредоносные ПО, предназначенные для создания троянов, которыми происходит непосредственное заражение компьютера жертвы. И именно на этом моменте стало ясно, каким именно вирусом являются файлы, которые кидал пользователь Time. Что еще очень интересно, что один файл из страшной версии 1.7.20, по которой у меня уже было видео, по структуре очень похож на файл security.exe, который кидал Time, что очень подозрительно, но об этом как-нибудь в другой раз. И тут у меня появилась идея. Я решил попытаться спалить айпишник Time. Для этого было принято решение заразить свою виртуальную машину этим вирусом и с помощью программы 2IP NetMonitor посмотреть IP-адреса всех подключений, среди которых будет и его вирус. Я запустил виртуальную машину, поставил нужную программу и запустил вирус. И у меня все-таки вышло получить какой-то айпишник. Сам файл вируса называется google.exe, а IP на экране. Как оказалось, этот IP-адрес находится в Германии. Это странно, потому что я был уверен, что он живет в России. Было похоже на то, будто Time использует VPN. Я уже хотел закрыть виртуалку, как заметил странные действия с системой. Похоже, хакер начал удаленно открывать различные окна. OnRun получилось раздобыть больше информации с файла security.exe, и даже получилось найти сам IP. Как оказалось, Time пользуется таким сервисом, как ngrok.
Если по-простому, Ngrok создает сетевое подключение как VPN-сервер и скрывает ваш настоящий IP. Именно им пользовался этот хакер. Это немного глупо, потому что после каждого закрытия соединения Ngrok ему приходилось заново делать новый вирус и опять пытаться заразить им меня. Зато теперь ясно, почему Тайм все время так спешил и пытался заставить меня как можно быстрее запустить вирус. Но похоже, это лучшее, до чего смог додуматься этот недохакер. И тот самый первый вирус, который словил Unrun, был уже не активен по вышесказанной причине. Хочу призвать вас ни в коем случае не открывать никаких файлов от этого пользователя. И что возможно прозвучит клишейно, не запускайте подозрительные файлы от любых пользователей на своем реальном ПК. Иначе последствия этого могут быть ужасными. Начиная от безобидного троллинга, заканчивая кражей паролей и взлома всех аккаунтов на ПК. С вами был New Storyline. До скорого.